Если спросить большинства людей, какие направления есть в индуизме, они назовут максимум два. Шиваизм и вайшнавизм. И я сейчас говорю даже не о случайных людях, а о тех, кто действительно интересуется Индией. И хоть немного в этом разбирается. И на этом, как правило, все познания заканчиваются об Индии. Но вот в чем дело. Индия – это гораздо глубже. Потому что помимо этих двух известных направлений, существует еще 4 очень популярные традиции. Каждая своим божеством, со своей силой, со своей философией. Именно об этом мы сегодня и поговорим. И самое интересное, многие из этих божеств вы точно знаете. Вы слышали о Ганеше, вы видели изображение Дурги или Кали, вы знаете Сурью как бога солнца. Возможно, слышали о Мургане, особенно если интересовались Южной Индией. Но часто люди знают имя божества. Они понимают, что за ними стоит целая традиция. А это уже совсем другой уровень понимания Индии. Когда мы говорим об индуизме, чаще всего на поверхности оказываются два больших направления. Первое – шиваизм, где главным божеством является Господь Шива. Шива – это не просто разрушитель, как его часто упрощенно называют. Это сила знания, отречения, трансформации, внутренней тишины. Он разрушает не ради разрушения, а ради освобождения от иллюзий. Второе направление – вайшнавизм, где главным божеством является Господь Вишну. Вишну связан с сохранением, порядком, дхармой, поддержанием мира. Это путь преданности, защиты и восстановления баланса. И да, эти две традиции действительно огромные, глубокие, очень влиятельные. Но если мы остановимся только на них, мы увидим не всю Индию, а только ее часть. И вот здесь начинается самое важное, потому что индуизм нельзя понять по принципу, кто здесь самый главный бог. Это западная ловушка мышления. А в Индии вопрос часто стоит иначе. Какой путь ближе именно вашей природе? Через знание, через преданность, через силу, через преодоление препятствий, через свет, через доблесть и внутреннюю дисциплину. Именно поэтому, помимо шиваизма и вайшнавизма, существует еще 4 мощные традиции. Ганапатьям. Путь Ганеши – первая из них. Ганапатьям – это традиция, где главным божеством является Господь Ганеш. Многие знают Ганешу как бога, который устраняет препятствия. Но это не просто милый образ головой слона, которого ставят на открытки и сувениры. Ганеша – это божество начала всему. Перед важным делом, перед обучением, перед путешествием, перед новым этапом в жизни. К нему обращаются как к тому, кто помогает убрать внутренние и внешние преграды. Эта традиция особенно сильна в Западной Индии, в том числе в штате Махараштра. Если вы когда-нибудь видели праздник Ганеша, Чатурти, то понимаете, это не просто ритуал, это огромная живая традиция, которая объединяет людей, семей, города и целые общины. Кстати, у нас на канале есть отдельное видео, где мы показываем, как Ганеша Чатурти проходит в Ченнай. Я обязательно оставлю ссылку в описании, посмотрите. В нашей семье это один из любимых праздников. Он очень зрелищный, радостный, живой. Если вы когда-нибудь окажетесь в Индии в это время, очень советую увидеть его своими глазами, потому что такую традицию мало просто объяснить, ее нужно почувствовать. И вот уже здесь видно, индуизм – это не просто набор богов. Каждое божество отвечает не только за сферу влияния, а за определенный путь взаимодействия с реальностью. Ганеша – это путь начала, путь преодоления препятствий, путь правильного входа в действие. Но есть традиция, где все становится гораздо мощнее, глубже, иногда даже пугающе для неподготовленного человека. Это шактиизм. Это путь божественной силы. Шактизм – это традиция, где главной является божественная мать,
Шакти, Деви. Часто ее почитают в образах Дурги, Лакшми, Сарасвати, Кали и многих других форм. Шактизм особенно популярен в Северной, Северо-Восточной и Восточной Индии. И здесь нужно понять очень важную вещь. Шакти – это не просто женская энергия в красивом эзотерическом смысле. Шакти – это сама сила проявления. Это энергия, без которой ничего не движется. Без шакти даже сознание остается неподвижным. Поэтому в шактизме Божественная Мать – это не второстепенная фигура. Она сама является высшей силой. Но более глубокой тантрической традиции существует особое учение – Дасамахавидья. 10 великих форм божественной мудрости. Это не просто 10 образов богини, это 10 состояний силы, 10 способов, через которые Шакти проявляет себя. Как время, как защита, как красота, как знание, как разрушение иллюзий и как освобождение. На нашем канале мы начинаем целую серию роликов, посвященных Дасамахавидье. О 10 великих формах Божественной Матери. Первый ролик из этой серии о богине Кали уже вышел на канале. Я обязательно оставлю ссылку в описании к этому видео. Но в следующих выпусках мы будем постепенно раскрывать и остальные 9 форм. Поэтому, если вам интересна природа женской божественной энергии, обязательно посмотрите эту серию. Потому что без понимания Шакти невозможно по-настоящему понять ни Кали, ни Дургу, ни саму глубину индийской традиции. Дурга – это жратница, та, кто уничтожает демонические силы, та, кто восстанавливает порядок, когда обычных человеческих сил уже недостаточно. А Кали – это еще более глубокая и радикальная форма. Многие, когда видят изображение Кали, пугаются. Черный свет, высунутый язык, ожерелье из черепов, оружие, танец на теле Шивы. На первый взгляд кажется, что это вообще что за образ. Но Кали – это не злая богиня и не символ тьмы. В примитивном смысле Кали – это сила времени, сила разрушения иллюзий, сила, которая может отрезать все ложное, чтобы человек наконец увидел истину. Именно поэтому видео о Кали особенно рекомендую посмотреть тем, кто хочет понять не внешнюю картинку, а настоящую глубину шактийской традиции. Но если шакти – это сила, то возникает вопрос, а что является источником жизни, света и движения в видимом мире? И здесь мы переходим к следующей традиции. Саварам – путь солнца, но если шакти – это сила, которая приводит все движение, то возникает следующий вопрос. Что дает этому миру свет, ритм жизни и видимую энергию? И здесь мы переходим к традиции Саварам, поклонению Богу Солнца. Для современного человека Солнце – это просто звезда, но в индийской традиции Сурья – это не просто небесное тело, это источник жизни, источник света, источник здоровья, времени, ритма и силы. Без Солнца не происходит ничего, не раскрывается цветок, не созревается плод, не движется день, не поддерживается сама жизнь. Поэтому последователи этой традиции видят в Сурье благодетеля и защитника мира. И здесь важно понять, когда человек поклоняется Сурье, он поклоняется не просто физическому шару на небе, он обращается к принципу света, к знанию, к той жизненной силе, без которой мир становится неподвижным. Именно поэтому Сурья занимает важное место и в ритуалах, и в астрологии, и в повседневных практиках. Один из самых известных способов почитания Сурьи – это утреннее подношение воды Солнцу. В Индии вы можете увидеть, как человек рано утром становится лицом к восходящему Солнцу и немедленно льет воду из медного сосуда, произнося молитвы или мантры Сурьи. Этот ритуал называется аргья. Подношение воды. И смысл здесь не просто в воде,
когда вода льется перед солнцем, лучи проходят через нее, и человек как будто соединяется свое внутреннее состояние с солнечным светом. С ритмом дня, с энергией жизни. Это очень простой, но очень глубокий жест. Я признаю источник света, я начинаю день с благодарности, я настраиваю себя на ясность, силу и правильные действия. Также Сурье посвящена мантре, например, знаменитая его Гайатри мантра, которая связана с обращением к божественному свету, пробуждающему разум. Сурье поклоняется по воскресеньям, а с ним связывают здоровье, жизненную силу, зрение, уверенность, власть, внутреннее сияние человека. Даже простое приветствие Солнцу, Сурья Намаскар, это не просто физическое упражнение. В глубинном смысле это признание. Без света нет жизни. И, возможно, именно поэтому культ Сурьи никогда не был просто поклонением небесному телу. Это поклонение самому принципу света в мире и внутри человека. Но если Сурья – это свет, ритм и жизненность тела, то в следующей традиции на первый план выходит другое качество – доблесть. Сила воина, дисциплина, способность пройти испытания и победить не только внешнего врага, но и внутренний хаос. И здесь мы переходим к традиции Каумарам. Это пути Сканды, Картикеи, или как его особенно любят в Тамилнаду, господа Муругана. Для Южной Индии, особенно для Тамилнаду, Муруган – это не просто одно из божеств. Это сердце тамильской духовной культуры. Его называют сыном Шивы, Парвати и братом Ганеши. Божественным воином, победителем демонических сил и покровителем тех, кто идет путем дисциплины, преданности и внутренней силы. Муруган – это образ юности, красоты, мужества, знания и победы. Но его победа – это не только битва на поле боя. В глубинном смысле Муруган помогает человеку победить то, что разрушает его изнутри. Страх, сомнение, слабость, гордыню, невежество и хаос ума. Его главное оружие – это вель, священное копье. Но вель – это не просто оружие, это символ божественного знания, которое пронзает иллюзию, уничтожает внутреннюю тьму. Поэтому поклонение Муругану часто связано с обетами, аскезой, постом, паломничеством и прохождением испытаний. Одно из самых известных праздников, посвященных Муругану, это Тайпусан. Если вы когда-нибудь видели этот праздник, вы понимаете, это не просто религиозная процессия. Это момент, когда вера становится видимой. Люди идут с каведи, несут обеты, проходят через боль, дисциплину и преданность, чтобы очиститься, поблагодарить или попросить Муругана о помощи. А у нас в канале есть видеоподсказ о том, что такое праздник Тайпусам. Я оставлю ссылку в описании и очень рекомендую вам посмотреть этот выпуск. Если вы хотите понять Южную Индию не как турист, а изнутри, поклонение Муругану распространено не только в Индии, но и среди тамильской диаспоры в Малайзии, в Сингапуре, Шри-Ланке и других странах, где живут тамили. И это тоже очень показательно, потому что куда бы ни уехали тамили, Муруган всегда остается в их сердцах. И здесь я хочу сказать лично от себя. Для меня Муруган – это не просто божество из текстов и не просто часть тамильской культуры. Я сам тамилец, и в нашей семье связь с Муруганом – это часть живой родовой традиции. Наш семейный родовой храм посвящен Господу Муругану. Это храм, куда наша семья приезжает, чтобы совершать важные обряды, молиться, получать благословение и сохранять связь со своим родом. Но и здесь важно правильно понять одну вещь. Это не означает, что мы относим себя именно к отдельной традиции каумаров. Наша семейная традиция ближе к направлению смарта, где принимается система шанмата, то есть почитание 6 главных божественных форм или традиций, как разных путей к одной высшей истине. Именно поэтому для нас Муруган
Это не противопоставление другим божествам. Одна из священных форм – это путь воина, но не того воина, который просто побеждает других, а того, кто сначала побеждает самого себя. И вот а теперь, когда мы увидели эту более полную картину, шиваизм, вайшнавизм, ганапатием, шактиизм, сауваром, каумаром, становится понятно, индуизм нельзя свести к одной простой формуле. Это не много богов, это разные пути, разные состояния сознания. И именно поэтому каждый человек может найти путь, который ближе к его природе. Но здесь появляется очень важный вопрос. Если есть столько направлений, столько божеств, столько форм поклонения, тогда почему все это не превратилось в бесконечную борьбу за то, чей бог самый главный? Почему последователи Шивы, Вишну, Деви, Ганеши, Сури, Мургана не разделились окончательно и не стали утверждать только наш путь истинный? На самом деле такие споры были. И именно поэтому в истории индуизма появляется очень важная система Шанмата. Шанмата – это 6 путей, одна истина. Слово Шанмата означает 6 мнений, 6 взглядов или 6 традиций. Эту систему связывают с великим философом 8 века Ади Шанкарой. Ее смысл был не в том, чтобы стереть различия между традициями. Наоборот, смысл был в том, чтобы показать, разные формы поклонения могут быть разными путями к одной высшей реальности – Брахман. И это очень тонкий смысл. Шанкара не сказал, все божества одинаковые, поэтому неважно, кому поклоняться. Нет, он показал другое. Люди разные. У каждого своя природа, свой темперамент, свой склад ума, своя духовная склонность. Одному ближе Шива, другому Вишну, третьему Деви, кому-то Ганеша, кому-то Сурья, кому-то Сканда. Но если человек идет глубоко, а не цепляется только за внешнюю форму, он постепенно приходит к пониманию единой реальности. И вот и здесь начинается то, что отличает индуизм от многих привычных религиозных систем. Вопрос не только в том, кому ты поклоняешься, вопрос в том, что ты ищешь через это поклонение. Потому что форма может быть разной. Но если путь ведет к истине, к дхарме, к внутренней трансформации, он уже становится духовной дорогой. Панчаятана пуджа – один алтарь, разные формы. Панчаятана пуджа – это форма поклонения, где несколько божеств почитаются вместе на одном алтаре. Обычно это 5 главных божеств – Шива, Вишну, Деви, Сурья, Ганеша. А Сканда или Мурган часто включается как шестое или как особо почитаемое божество в определенной семейной или региональной традиции. И сам смысл этой практики очень глубокий. Она как будто говорит человеку, не спор о том, какая форма Бога самая главная, смотри глубже. Форма может быть разной, имя может быть разным, образ может быть тоже разным, ритуал тоже может быть разным. Но если поклонение ведет человека к истине, к очищению, к дхарме и к внутреннему преображению, значит, этот путь имеет смысл. В Панчаятана пудже разные божества не противопоставлены друг другу. Они стоят вместе. Этот разговор мы обязательно продолжим в одном из следующих видео. Поговорим о том, почему форм может быть много, а высшая реальность одна. И почему в индуизме есть не только Адвайта, но и другие ведантические школы, которые по-другому объясняют отношения души, Бога и мира. Например, Двайта Шри Мадвачарья, Вашишта Двайта Шри Рамануджи. Это очень важная часть богатства индуйской традиции. И мы обязательно к ней вернемся. А в этом видео я хотел показать главное. Индуизм – это не хаос богов. Это не просто множество образов, которые существуют отдельно друг от друга. Это живая духовная система. Потому что индус – это не просто верующий. Индус – это искатель истины.
Напишите в комментариях, какой из этих 6 путей вам ближе. Мне действительно очень интересно читать ваши размышления. Для меня это знак, что вам действительно интересна Индия, ведическая мудрость и живая духовная традиция. Если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь на канал. Впереди будет много важных и интересных тем. И совсем скоро выйдет долгожданный ролик, который вы очень часто просите, о Раху и Кету. В этом видео я расскажу очень интересные вещи, факты, о которых многие даже не знают про этих 2 теневых планет. Также напоминаю, что у нас есть чат-бот Индомания. Вы можете писать туда свои личные вопросы, запросы и темы, которые вам хотели бы разобрать. Ставьте лайк, если это видео было для вас полезным. И до новых встреч!